Всем привет, дорогие друзья! Как вы могли догадаться, сегодня мы будем делать стеклянный текст. Стеклянный, прозрачный, в принципе, смысла не имеет. Самое главное, он будет круто смотреться на вашем фото. Кстати, самое время свернуть видео, чтобы написать любой комментарий. И не забываем подписываться. Приятного просмотра! И все, что нам понадобится для создания стеклянного текста, это обычный Photoshop. Сразу к нему и переходим. А тут мы видим красивый бэкграунд, чтобы мы могли более наглядно протестировать стекляшку и вам было приятнее смотреть видео. Выбираем инструмент текст и напишем любое слово. В моем случае это название моего канала, Mr. D1. Окей. Нажимаем Ctrl-T и увеличиваем текст. Дорогой друг, не забывай зажимать Shift, чтобы не изменить пропорции. Применяем. Ну и немного сместим. Кстати, шрифт называется Copy Black. Ссылка на шрифт будет в описании под видео. Пускай такое и остается, я его менять не буду. Теперь переходим к созданию стеклянного текста. Переходим в слои и заливку текста ставим на 0. Опс, и он у нас должен пропасть. Теперь кликаем правой клавишей мыши «Параметры наложения». Переходим во вкладку «Теснение». Размер ставим примерно, ну пускай будет 18. Смягчение ставим 1. Угол 120 на 30. Выбираем контур. Ставим по центру точку. И как вы уже догадались, вы должны сделать график примерно как у меня. Pumped. Так и оставим. Окей. Смотрим, чтобы непрозрачность была где-то 75%. Окей. Далее переходим к настройке внутреннего свечения. Сразу смотрим, чтобы видимость была около 50%. Тип наложения. Выбираем перекрытие. Цвет у нас будет черный. Ок. Ну и размер делаем на глаз. У меня это будет где-то 13 пикселей. Я думаю, с этим все понятно. Следующим этапом редактирования будет наложение глянца. Переходим к глянец. Режим наложения. Выбираем осветление основы. Класс. Здесь нам нужен белый цвет. Не прозрачность. Где-то на 40%. Смещение выбираем примерно на 6 пикселей. Размер будет немного побольше. Это значение будет около 40. Нажмем в контуре на стрелочку. Выберем диаграмму в виде гор. И все-таки я подумал и размер снизим до 13 пикселей. Окей. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И у нас получился крутой стеклянный текст. Кстати, значения меняются в зависимости от размера, шрифта, поэтому настраивайте по своему вкусу. И напоследок открою секрет. Самое время написать любой комментарий. Любой комментарий. Эй, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться и писать комментарии. В следующем выпуске я покажу, как вырезать текст на табличке, на конверте, неважно где, но будет интересно. Так что подписываемся на канал, чтобы не пропустить видео. Спасибо за просмотр. До скорого.